Как вывести хмелевую закваску? Для того, чтобы вывести хмелевую закваску, нам понадобится мука, вода горячая температурой выше 80 градусов по Цельсию, хмелевые гранулы, а также время в течение 7 дней. На начальном этапе мы должны взять 1 кг муки, 1 кг воды и 26 грамм хмелевых гранул. Хмелевые гранулы залить горячей водой, оставить в условиях цеха для остывания, а после этого поместить в холодильник и охладить отвар до температуры плюс 3, плюс 4 градуса по Цельсию. После этого профильтровать отвар через несколько слоев марли для того, чтобы убрать весь жмых. Отжать хорошо и после этого этот отвар нагреть до 28-30 градусов по Цельсию и перемешать с мукой. Если мы хотим, чтобы закваска была выведена чуть-чуть быстрее, то для этого мы можем использовать цельнозерновую муку, как пшеничную, так и ржаную. После того, как мы смешали отвар с мукой, мы должны оставить закваску на сутки в условиях цеха. После обновлять по следующему принципу в течение 7 дней. 30% от общей массы закваски разделить пополам, то есть 15% воды и 15% муки мы добавляем в эту закваску и перемешиваем. И опять оставляем на сутки. И так в течение 7 дней. И после этого у нас будет готова хмелевая закваска. Этот способ ведения закваски происходит в условиях цеха. То есть у вас будет достаточно большой объем закваски, условных там 5 килограмм. И вы можете использовать от этих 5 килограмм от 30 до 50% от общей массы. То есть от 1,5 килограмм до 2,5 килограмм. Это ту закваску, которую вы можете использовать каждый день. Такой способ ведения закваски гарантирует, что закваска будет всегда стабильна. При этом важно понимать, что ее стабильность напрямую зависит от параметров температуры. И если в вашем цеху становится жарче, то закваска может созревать быстрее или иногда даже перекисать. Но вот этот способ большого количества закваски, который находится в условиях цеха, подходит для того, чтобы выпекать каждый день. Такая закваска более устойчива к внешним воздействиям. И у вас всегда есть некая страховка для того, чтобы закваска всегда была одинаковая. То есть вы можете отобрать 30%, а можете отобрать 50% и тем самым ее отрегулировать. Потому что инструменты контроля зачастую в пекарнях полного цикла недоступны, и поэтому приходится ориентироваться на глаз. В этом случае такой способ ведения закваски поможет нам сформировать правильную закваску на протяжении длительного времени. Говорить о том, что это какой-то большой объем или этот объем не имеет смысла выводить, и для закваски, например, нужно совсем чуть-чуть, чтобы она дальше начала развиваться и стартовать. Здесь уже важно понимать, что когда выпечки происходят в больших объемах, то важна в первую очередь стабильность. Если наша закваска будет нестабильна, то наши выпечки точно так же будут нестабильны. Результат будет разниться день ото дня. Такая же схема ведения закваски помогает нам сделать ее всегда одинаковой. Поэтому эта схема наиболее простая для получения стабильного результата. Что же важно знать при введении хмелевой закваски? Важным компонентом хмелевой закваски является хмелевой отвар. Хмелевой отвар может быть сделан из непосредственно высушенных шишек хмеля, а может быть сделан из хмелевых гранул, которые используются в пивоварении. Хмелевые гранулы обладают альфа-кислотой, которая в первую очередь помогает формировать в закваске правильную микрофлору. И это в большей степени дрожжевые клетки и дрожжевое брожение. Поэтому еще несколько столетий назад, в том числе пивные дрожжи, использовались в хлебопечении. Это продукт переработки пива. Поэтому хмель используется и в пиве, и хмель может быть использован для приготовления хмелевой закваски. Такая закваска обладает большей стабильностью, показывает лучшую стабильность на протяжении всего периода жизни, не обладает яркой кислинкой, поэтому хлеба, приготовленные на хмелевой закваске, обладают более таким сбалансированным вкусом без ярких акцентов. В то время как, например, хлеба, которые могут быть приготовлены на молочно-кислой или спонтанной закваске, могут обладать дополнительной кислотой. Такой продукт, понятно, вкусный, но может быть подходит не для всех людей. Поэтому хмелевая закваска может стать альтернативой для таких продуктов или дополнением для таких продуктов. Мы можем вывести меньший объем хмелевой закваски, но здесь
важно понимать, что напрямую вот ту технологию, которую я рассказываю, она напрямую, та технология, о которой я говорю, зависит от объема выпечки. То есть важно понимать, чтобы объем вашей закваски был таким, чтобы вам 30 или 50% от ее массы хватало для выпечки хлеба. Мы здесь не говорим о каких-то вариантах, когда вы можете выпекать 1-2 буханки хлеба. Да, такой вариант возможен, но это больше в домашних условиях. Поэтому, если вам нужно пересчитать, вы просто берете рецептуру и пересчитываете на нужный вам объем. Главное соблюдать важное правило, что от 30 до 50% на выпечку. Все остальное должно сохраняться, и в него должно добавляться питание, и закваска должна поддерживаться в надлежащем виде. Если мы хотим, наоборот, замедлить нашу закваску, мы можем, конечно, помещать ее в холодильник. Если мы ее хотим ускорить, то в очередное обновление мы можем добавить хмелевой отвар, а также мы можем добавить воду большей температуры. И тем самым закваска будет быстрее созревать. Не всегда, конечно, даже такой простой способ ведения закваски обладает стабильностью, но на протяжении большего времени такая закваска стабильна. И поэтому я рекомендую именно этот способ, потому что он подходит для пекарен и для другого формата использования закваски. В чем же особенность главная хмелевых гранул, которые мы используем для приготовления хмелевой закваски? Важной особенностью является наличие большого процента альфа-кислоты. Именно она отвечает за то, насколько будет устойчива наша закваска к внешним воздействиям и внешним факторам. Поэтому оптимальный процент альфа-кислоты в хмелевых гранулах начинается от 8%. Но чем больше он, тем более стабильная закваска у вас получится. И тем более одинаковая она будет на протяжении всего времени. Понятно, когда наша закваска отходит от параметров, а мы ее можем оценивать только органолептически, либо визуально. Поэтому здесь важно выработать свой метод оценки, простой, не там лабораторный, не еще какой-то, а простой метод оценки, для того, чтобы понимать, как в данный момент времени ваша закваска себя ведет. И именно от этого и отталкиваться. Нужно ли в очередное обновление, скажем так, ее подогнать для того, чтобы она работала быстрее, или нужно ли добавить, например, в нее хмелевой отвар дополнительно. Особенно важно добавлять хмелевой отвар, когда в закваске начинают присутствовать посторонние запахи, потому что если есть посторонние запахи, это совершенно чуждый элемент, скажем так, в закваске. Оптимальный запах закваски — это фруктовые композиции, поэтому если есть чуждый такой запах, может быть гнилостный или какой-либо другой, то в этом случае стоит добавлять хмелевой отвар. Хмелевой отвар как раз выровняет эту ситуацию, и закваска будет стабильна. Это самый простой способ, который я описал чуть ранее, введения хмелевой закваски. Конечно, хмелевую закваску можно вести еще и в формате материнской закваски, когда мы выводим определенный объем закваски и всегда поддерживаем ее в работоспособном состоянии, например, в холодильнике. После этого мы берем часть этой закваски и выводим закваску за сутки или чуть-чуть более для работы. Когда мы берем, например, там 10% материнской закваски, туда добавляем еще 90% воды и муки, перемешиваем это все, и в течение суток у нас созревает закваска. Конечно, такой способ тоже подойдет, но в основном он подойдет больше для того, кто печет не каждый день. Если мы говорим о каждодневном использовании такого формата закваски без каких-либо анализов для этой закваски, чтобы понимать ее состояние, то лучше использовать первый способ. Какой же процент хмелевой закваски добавлять непосредственно в замес? Здесь, конечно, все разнится от технологии приготовления. Хмелевую закваску можно использовать для улучшения хлебопекарных свойств муки, для улучшения процесса тестоведения даже в дрожжевых хлебах. И в этом случае процент дозировки хмелевой закваски начинается от 3% и может достигать и 15, и 20%. Так как такая закваска не обладает очень кислым вкусом, то такие дозировки тоже могут быть. Хмелевая закваска в этом случае может быть использована как улучшитель. Если мы говорим о хмелевой закваске как основном компоненте для разрыхления хлебобулочных изделий, то в этом случае, конечно, процент
дозировки хмелевой закваски может достигать 15 и 20% к массе муки. То есть на каждый килограмм муки 150-200 грамм хмелевой закваски. Для того, чтобы за определенный промежуток времени такая закваска разрыхлила наш хлеб и работала как прессованные дрожжи или как закваска, или как молочно-кислая закваска. Существуют разные способы приготовления хлеба. И первый, самый простой, это введение теста стандартным способом и добавление закваски как улучшитель. Это еще один способ, который, например, не использует дрожжи, а использует только закваску, но окончательная расстойка проходит в условиях цеха при температуре 26-28 градусов. Это достаточно длительная расстойка от 12 до 16 часов. Может быть хмелевая закваска использована в комбинации с небольшим количеством дрожжей, и в этом случае мы, например, можем использовать длительное холодное брожение. Здесь тоже брожение может начинаться от 12 и доходить до 24 часов. Конечно, мы можем готовить только на хмелевой закваске с использованием длительного холодного брожения. Но здесь важно понимать, что закваска в этом случае должна быть очень активна, и ее процент должен быть достаточно большой. От этой закваски не стоит ожидать выдающихся каких-то ярких вкусовых характеристик. Но при этом этот хлеб будет всегда стабильным, и хлеб, приготовленный на хмелевой закваске, будет все-таки отличаться от традиционного хлеба, который приготовлен на дрожжах. Но тем не менее это не будет хлеб, как на молочно-кислой закваске. Поэтому это стоит учитывать. Хмелевую закваску можно использовать в комбинации с молочно-кислой. Почему? Потому что хмелевая закваска работает по сути как дрожжи. Но ими она в полной мере не является. И поэтому даже если брать состав хлеба, то отражать хлебопекарные дрожжи в составе не нужно. Там будет просто указано хмелевые гранулы или хмелевая закваска. Поэтому в этом отношении такая закваска может быть существенным преимуществом, например, в маркетинге или в этикетке. Да? Поэтому можно ее комбинировать и с молочно-кислой для достижения более ярких акцентов вкусов хлебобулочных изделий. Также хмелевую закваску мы можем использовать для приготовления сдобы и для приготовления круассанов, то есть слоеного теста. У меня был такой опыт, что в одном из предприятий мы провели эксперимент на такой технологии, когда мы для круассанов не использовали дрожжи. Там была только хмелевая закваска. Она была достаточно активна, и поэтому ее активность позволяла разрыхлять такие сложные изделия, как слоеные изделия. Но при этом кислоты в этих слоеных изделиях не было. Был похож круассан на то, что он как будто бы приготовлен на прессованных дрожжах. Как же мы можем улучшить хмелевую закваску в процессе ведения? Основным фактором улучшения хмелевой закваски здесь будет добавление хмелевого отвара непосредственно в закваску в очередное обновление. Это улучшит стабильность закваски, и это улучшит ее результативность и ее активность. Поэтому эту процедуру необходимо проводить хотя бы раз в месяц, для того, чтобы поддерживать всегда одинаковый результат в вашей закваске. Почему же хмелевая закваска такая, как я ее описал? В первую очередь это из-за хмелевого отвара и наличия в хмеле специальных веществ, которые блокируют по сути другие форматы брожения, кроме дрожжевого, и препятствуют образованию патогенной микрофлоры, которая может негативно сказываться на хлебопекарных качествах самой закваски, а также на конечном продукте, готовом хлебе. Поэтому хмелевая закваска, на то она и хмелевая, что основной ее особенностью является наличие хмелевого отвара непосредственно в ней и ее стабильности из-за этого хмелевого отвара. Какую же закваску мы можем вывести в формате хмелевой закваски? Но в первую очередь это классический вариант пшеничной закваски. Также мы можем вывести пшеничную цельнозерновую, ржаную хмелевую закваску, ржаную цельнозерновую закваску. Можно попытаться вывести другие альтернативные виды заквасок, такую как, например, рисовую или кукурузную. Гречневую я бы выводить не рекомендовал, потому что гречневая не выдерживает процесс этот брожения. Из-за большого содержания жира в гречке начинаются другие виды брожения, и конкретно эта закваска ведет себя не очень хорошо. Поэтому можно экспериментировать с рисовой, кукурузной мукой, пшеничной разных форматов, ржаной разных форматов. Возможно, еще можно попробовать вывести такую закваску на овсяной муке. Но это требует дополнительной проработки и экспериментов. Для какой же выпечки подходит хмелевая закваска? Практически для всей выпечки подходит хмелевая закваска, за тем лишь исключением, что дозировки конкретно в каждом случае
изделий нужно подбирать индивидуально, потому что не обладает своим ярко выраженным вкусом и, как следствие, может быть использовано в качестве альтернативы прессованным дрожжам. Можно ли сделать круассан только на хмелевой закваске без использования дрожжей? Да, только на хмелевой закваске без использования дрожжей круассан можно сделать. Также в таком формате можно сделать и сдобу. Конечно, у нее будут, наверное, отличия от классического варианта сдобы, но при этом за счет того, что в хмелевой закваске выводится чистая колония дрожжевых клеток, то этот формат выпечки будет максимально приближен к формату сдобной выпечки без яркой, без толстой корки, без какого-то либо специфически кислого мякиша. Поэтому да, круассаны, сдобу, хлеб на хмелевой закваске и только лишь на ней можно сделать. Да, это требует адаптации технологии, технологического процесса, но это возможно. Как получить яркий цвет корки у хлеба и хлебобулочных изделий? В первую очередь, яркий цвет корки бывает нескольких уровней. Бывает соломенный цвет, а бывает более яркий цвет, который уходит больше в красноту. По сути, более яркий цвет, который уходит в красноту, как правило, можно получить при длительном холодном брожении. И здесь уже технологии могут быть разные. Можно использовать в приготовлении хлеба и хлебобулочных изделий закваску, можно использовать опару, а можно использовать пулиш, то есть предварительно сброженное тесто. Помимо использования закваски, опары или пулиша, также необходимо использовать длительное холодное брожение в течение от 12, может быть даже до 24 часов. Здесь уже все зависит от того, какую технологию вы выберете и какой вариант подходит именно для вашей пекарни или вашего производства. Можно использовать в приготовлении хлеба различные сахара. Это может быть обычный сахар-песок, это может быть патока, сироп глюкозы, мед. Все эти полуфабрикаты влияют на цветообразование в конечном изделии и в готовом хлебе или хлебобулочных изделиях. Но здесь стоит учитывать, что при больших дозировках такие ингредиенты неминуемо влияют на вкус хлебобулочного изделия. И здесь уже важно поймать тот процент этих ингредиентов к массе муки, который подходит и по внешним показателям, то есть образование цвета, красивый яркий колер, и по вкусовым показателям. Потому что если дозировки будут достаточно большие, то хлеб будет более сладкий. Про закваски и опары я снимал несколько видео, вы можете посмотреть их на моем канале. И более подробно рассказывал, как именно ввести закваски в рамках пекарни полного цикла и какие варианты бывают. Здесь еще важно заметить, что интенсивное образование цвета очень важно при приготовлении хлебобулочных изделий, потому что напрямую влияет на потребительские характеристики и как следствие продажи. Поэтому это такой важный показатель, на который обязательно обращать внимание в пшеничных сортах хлеба. Предварительно сброженные теста, которые могут применяться для интенсивного и яркого колера в пшеничных сортах хлеба, это может быть бига, это может быть пулиш. Какой именно полуфабрикат выбирать, решать вам. Дозировки данного полуфабриката к массе муки начинаются от 2%. Он тоже влияет на интенсивное цветообразование, а также влияет на более быстрое образование клейковины в готовом тесте и как следствие дает чуть больший объем по сравнению с теми изделиями, в которых не были применены эти полуфабрикаты. Особенно эти полуфабрикаты могут помочь в исправлении слабой муки для слоенных изделий или, например, получение большего объема в сдобных изделиях. Но и как полуфабрикат для образования более яркого и интенсивного цвета в пшеничных сортах хлеба, данные полуфабрикаты тоже могут быть использованы. Есть еще вариант простых полуфабрикатов в виде опары разного свойства и разного качества. Про опары я снимал отдельное видео, где подробно разбирал, какие виды опары бывают и как их применять. Но такой вариант больше подходит для сортов хлеба, которые приготовлены сегодня на сегодня. То есть, например, заранее вы поставили опару, а потом замесили тесто. Опара тоже будет влиять на более интенсивное цветообразование в хлебе и тоже повлияет на более длительные сроки хранения хлебобулочных изделий. Что же касается более простых способов придать яркий цвет хлебу и хлебобулочным изделиям, то это
сахара, всевозможные их варианты. Это может быть патока разных вариантов, это может быть сироп глюкозы, это может быть мед и это может быть простой сахар-песок. Какие же еще полуфабрикаты могут влиять на более быстрое и интенсивное цветообразование в хлебобулочных изделиях? Это может быть заварка разных форматов. От простой заварки, которая состоит из воды и муки, до более сложных заварок, которые добавляются дополнительные ингредиенты в виде, например, картофельных хлопьев, в виде патоки, сахара или каких-либо дополнительных ингредиентов в виде, например, пшеничного солода, либо ржаного неферментированного солода. Также в эти заварки может добавляться различная вкусоароматика, которая под воздействием температуры раскроется и даст более яркий интенсивный вкус готовому хлебобулочному изделию. Заварки могут применяться, например, для таких полуфабрикатов, как тесто для пиццы. В этом случае у этого полуфабриката будет интенсивный коллер за существенно более короткий срок. Особенно это, например, важно для технологии выпечки в комбинированной печи. Такая технология обладает достаточно агрессивной средой. И изделия, которые выпекаются по подобной технологии, должны быть готовы за очень короткий срок, и при этом внешний их вид должен соответствовать полностью готовому изделию. Но когда я, например, разрабатывал тесто для пиццы по такой технологии, я столкнулся с тем, что данный полуфабрикат не набирает цвет за короткий срок. А если его и набирает, то готовое изделие уже практически высушивается. И как следствие обладает теми характеристиками, которые совсем не присущи пицце. Поэтому на каком-то этапе я принял такое решение, что нужно вводить заварку в данный полуфабрикат. И как следствие цветообразование в пицца-тесте улучшилось. И я получал готовое изделие с нужными техническими характеристиками, и при этом его внешний вид соответствовал полностью готовому изделию. Про технологию выпечки пиццы в комбинированной печи я снимал отдельное видео. Если вы выпекаете, например, замороженные изделия, которые на 70% готовы в подобной печи, или изделия, которые свежие, и выпекаете их тоже в такой печи, например, сэндвичный хлеб какой-то маленький, или те же пироги, например, то в этом случае добавление заварки, которая может начинаться от 3 или 5% к массе муки, поможет добиться более интенсивного цветообразования, при этом само изделие в этой печи не высохнет. Помимо того, что заварка обладает такими свойствами, ее еще нужно готовить и держать в готовом виде на производстве. Потому что если мы будем готовить, например, заварку каждый день, то на это уходит достаточно много времени. Поэтому заварка готовится, например, раз в 3 дня и хранится в холодильнике. И по мере надобности она используется. Существуют еще варианты готовых заварок, которые произведены на промышленных предприятиях, а потом пекарни полного цикла покупают и просто используют. Но в этом случае себестоимость хлеба будет выше. И плюс у этой заварки ограниченные вкусовые характеристики, ограничен какой-то ингредиентный состав. Здесь вы не сможете экспериментировать. Но при этом это существенно облегчает технологический процесс приготовления хлеба. Дозировки заварок к массе муки могут начинаться от 3%. Здесь уже стоит в первую очередь ориентироваться на вкусовые характеристики готового хлебобулочного изделия. Потому что заварка придает сладковатый вкус хлебу или полуфабрикатам, которые приготовлены на заварке. Но в то же время этот вкус можно назвать традиционным. Конечно, пшеничные заварные сорта сейчас не так распространены. Но тем не менее вы можете использовать данный полуфабрикат для приготовления пшеничных сортов хлеба или каких-либо хлебобулочных изделий. Также заварку можно применять в технологии полувыпеченных полуфабрикатов, которая поможет за более короткий срок образовать цвет на изделии. Конечно, для этого есть и другие технологические добавки, но такой вариант тоже существует. Единственным условием в этом случае для того, чтобы внешний вид хлеба был похож на стандартный пшеничный хлеб, то для заварки стоит использовать, например, пшеничную муку,
патоку и, например, картофельные хлопья. То есть не использовать, которые по цвету могут отличаться от пшеничного хлеба. Это может быть солод или солод ржаной неферментированный. В этом случае, конечно, такой полуфабрикат, как заварка с этими ингредиентами, он будет виден в готовом изделии, потому что будут некоторые крапинки на самом изделии. Это неправильно. Поэтому здесь, конечно, для пшеничных сортов хлеба ограничены ингредиенты, которые можно использовать для заварки. Технология же длительного холодного брожения может быть применена как с этими полуфабрикатами, которые я описал раньше. Это заварки, опары, закваски, предварительно сброженные теста. Также она может быть применена просто в формате длительного холодного брожения. Когда вы замешиваете тот же хлеб, который замешивали до этого, единственно помещаете его в холодильник и после 12 или 24 часов вы его выпекаете. Здесь, конечно, нужно будет пересмотреть рецептуру в сторону уменьшения дрожжей и сделать так, чтобы на производстве появилось место для этого длительного холодного брожения. Но в этом случае вы получите более интенсивное цветообразование за короткий срок и более яркий колер. По длительному холодному брожению, например, для больших предприятий может быть использован вариант, когда все тестовые полуфабрикаты бродят уже в разделанном виде, например, 300, 400, 500 или 600 грамм, помещаются в формы и потом помещаются в холодильник. А может быть вариант, когда вы ферментируете само тесто в пласте теста, то есть помещаете его в пластиковый ящик, пластиковый контейнер, накрываете крышкой и помещаете в холодильник. А потом уже разделываете изделия, формуете их, дальше идет расстойка и выпечка. Такой вариант будет дешевле. Почему он будет дешевле? Потому что не нужно будет закупать формы, не нужно будет закупать дополнительные шпильки-тележки, а достаточно просто контейнеров. При этом технология разделки замеса по сути не изменится. Единственное, добавится время на длительную холодную ферментацию. Конечно, длительное холодное брожение в формах без тефлонового покрытия может быть существенно затруднительным, потому что с течением времени масло, которое наносится на формы, впитывается в саму тестовую заготовку. И как следствие, в конце выпечки можно получить результат, в котором само изделие будет просто прилипать к форме. В этом случае лучше использовать, конечно, формы с тефлоновым покрытием, тогда масло будет не обязательно. Либо использовать вариант ферментации теста в пласте теста и получить тот же самый результат с существенно меньшими затратами. Бывают закваски, которые выводятся на чистых молочно-кислых культурах. Молочно-кислые культуры в этом случае поставляются в порошке. Как правило, хранятся при низких температурах для того, чтобы исключить их гибель. Чистые молочно-кислые культуры производятся на промышленных предприятиях. Затем пекарни их покупают и сами бактерии используют для выведения заквасок. Здесь может быть два способа приготовления закваски. Первый способ — это короткий цикл приготовления, когда мы под каждое приготовление хлеба замешиваем свою закваску. То есть, например, с вечера ставим закваску, используем муку, воду и чистые культуры молочно-кислых бактерий. Замешиваем закваску. Через сутки или через 18-20 часов мы можем ее использовать как готовую закваску. Полностью ее используем и замешиваем новую по такому же принципу. Также молочно-кислые культуры можно использовать для выведения закваски, как следствие введения по похожему принципу, который используется для спонтанной и хмелевой закваски. Но в этом случае, если говорить о молочно-кислых бактериях, то при неправильном введении этой закваски мы можем получить не совсем сбалансированный вкус. Поэтому чаще всего для такого рода заквасок используется ферментатор. Ферментатор для большинства пекарен полного цикла недоступен, потому что стоимость его существенно выше, чем двух емкостей и планетарного миксера. Поэтому в большинстве небольших пекарен такое оборудование не стоит. Кроме того, для небольшой пекарни полного цикла нужно два ферментатора, потому что чаще всего в пекарнях используются две закваски, это ржаная и пшеничная, и как следствие у них разные ингредиенты. И поэтому
они должны еще выводиться одновременно, потому что ассортимент пекарни достаточно широкий. В нем есть и ржаные, и ржано-пшеничные сорта хлеба. Поэтому два ферментатора вообще недоступны для пекарни полного цикла. Поэтому чаще всего ферментаторы используются на средних и больших предприятиях. Также существуют сухие материнские закваски промышленного производства. То есть на предприятии вывели закваску, потом ее высушили, перемололи, упаковали и уже поставляют в пекарни полного цикла. Такие закваски обладают более стабильным вкусом, но по опыту могу сказать, что для пекарен полного цикла или небольших хлебопекарных предприятий такие закваски могут подойти в одном случае, если вы будете вести их одностадийным способом. То есть, когда мы используем небольшое количество сухой закваски, смешиваем ее с мукой и водой нужного количества, и потом эту закваску спустя сутки или чуть более мы полностью используем. Если же говорить о введении закваски из сухой материнской закваски в пекарне полного цикла более длительный срок, то такая закваска очень быстро теряет свои технологические свойства. И поэтому всегда требуется добавлять небольшое количество сухой закваски. Для более простого введения такие закваски сухие подходят. Здесь уже решать вам, какой именно способ ведения закваски вам подойдет. Но здесь стоит учитывать, что сухие материнские закваски будут дороже по стоимости, чем закваска, которую вы выведете в рамках собственного предприятия. Существуют еще некоторые полуфабрикаты, которые похожи на закваску и используются для придания вкуса и аромата закваски хлебобулочным изделиям. Но при этом такой закваской они не являются. Это технологическая добавка, которая добавляется в небольшом проценте к массе муки, изделия, которые, как правило, приготовлены на промышленных дрожжах. Но при этом вкусовые характеристики хлеба будут похожи на хлеб, приготовленный на молочно-кислой закваске. Такой вариант подходит для предприятий, которые не готовы оборудовать технологический участок длительного холодного брожения в своем предприятии, а также хотят получить похожий результат на закваску за более короткий срок. Косвенно к похожим полуфабрикатам на закваску можно отнести такие полуфабрикаты, как опара, бига и пулиш. Эти полуфабрикаты являются предварительно сброженными тестами, которые существенно улучшают технические характеристики теста, улучшают характеристики хлебобулочных изделий, позволяют сохранить их на более длительный срок, и данные полуфабрикаты можно использовать практически для всех хлебобулочных изделий, для хлеба, сдобы и слоеных изделий. Опара – это стандартный полуфабрикат, о котором я снимал не одно видео. Оно есть на канале, вы можете посмотреть и узнать более подробно, что же такое опара и какие виды опары бывают и как их можно применять. Полуфабрикаты бига и пулиш отличаются тем, что в пулише соотношение муки и воды 1 к 1 и 0,1% дрожжей к массе муки, в то время как в биге 60 на 40. 40% воды, 60% муки и 0,1% дрожжей к массе муки. Стоит заметить, что бига бывает разная. Для приготовления пиццы она может быть одна, для приготовления хлебобулочных изделий каких-то она может быть другая. Процент дрожжей, дозировка воды может отличаться и зависит от рецептуры, а также от того результата, который мы хотим получить. Длительное брожение, при том, что в этом полуфабрикате меньше влаги, чем в пулише, дает несколько другие свойства. И, как правило, бига используется для приготовления пиццы. Такой пиццы, как римская пицца или неаполитанская пицца. Для приготовления хлебобулочных изделий в пекарнях полного цикла такой полуфабрикат, как бига, применяется редко. А вот пулиш может применяться, и чаще всего я использую пулиш для приготовления слоеных изделий. Пулиш помогает исправить слабую муку. Также он поставляет в слоеное тесто уже образованную клейковину, что улучшает формоустойчивость изделий
и повышает их объем. И как следствие, если у вас даже мука со слабыми хлебопекарными характеристиками, такой полуфабрикат как пулиш поможет исправить ее и сделать ее пригодной даже для таких изделий как чиабатта или слоеное тесто. При использовании пулиша и при разных его дозировках к массе муки мы можем получать разные технические характеристики изделий. Сдоба будет более объемна, слоеные изделия тоже будут более объемны, они легче будут поддаваться технологической обработке. Также теста, замешанные с использованием пулиша, обладают таким свойством, что клейковина в них начинает образовываться существенно раньше. И как следствие отсутствует перегрев. Хлеба, приготовленные на пулише, обладают более длительным сроком годности, обладают более яркой коркой, у них более интенсивное и более быстрое цветообразование по сравнению с изделиями, которые приготовлены без использования пулиша. Дозировки пулиша к массе муки могут начинаться от 2% и доходить до 15 или 20% к массе муки. Здесь все зависит от того, какой результат мы хотим получить, от хлебопекарных свойств вашей муки. Зачем же мы обновляем закваску, помимо того, что вносим в нее питание? Еще одним немаловажным фактором в обновлении закваски является насыщение ее воздухом. Для того, чтобы брожение внутри самой закваски проходило эффективно и более интенсивно. Поэтому перемешивание закваски хотя бы раз в сутки является необходимым. Ферментаторы, которые используются в промышленном хлебопечении, обладают специальными мешалками, которые постоянно, с периодичностью определенно перемешивают закваски, что способствует равномерной и правильной ферментации данного полуфабриката. Производство закваски и производство заквасочных хлебов в пекарне полного цикла на сегодняшний день является обязательным. Какой-то ассортимент хлебов в пекарне полного цикла должен быть приготовлен либо с использованием закваски, либо только на закваске. Такие хлеба обладают лучшими потребительскими характеристиками и, как следствие, лучшими и большими продажами. Даже если вы не будете полностью переводить свой ассортимент и готовить его на закваске, то небольшие дозировки закваски в ваших текущих изделиях помогут улучшить их потребительские свойства, а также технические свойства самого теста и тестовых полуфабрикатов. Для заквасочных хлебов чаще всего для длительного холодного брожения применяются льняные коврики. О длительном холодном брожении и о том, как организовать участок длительного холодного брожения в своей пекарне, я говорил в одном из предыдущих видео. Как просто организовать технологический участок заквасок в своей пекарне полного цикла. Для этого нам понадобится две емкости, как правило, сделанные из пищевого пластика. Но здесь уже могут быть варианты. Также для этого можно использовать емкость, которая сделана из пищевой стали. По сути, нам больше ничего не нужно. Весь остальной инвентарь, как правило, есть в пекарне. Это может быть лопатка для перемешивания как силиконового формата, так и в формате, например, какой-либо деревянной лопатки. А также необходимые ингредиенты для выведения закваски. Вот и все, что необходимо для организации простого технологического участка приготовления закваски в пекарне полного цикла. В спиральном тестомесе это месить неудобно. Неудобно потом это питание перекладывать из спирального тестомеса, обновлять, а затем его мыть. Поэтому лучшим вариантом будет планетарный миксер. В случае, если у вас будет небольшой объем, то планетарный миксер может быть маленьким, на 5-7 литров. Если у вас уже объем закваски будет большой, то в этом случае вам понадобится большой планетарный миксер на 15, 20 или 30 литров. Обязательно перед очередным обновлением и во время выведения закваски весь инвентарь, который используется в выведении закваски, и особенно руки, которые обязательно должны быть в перчатках, должны дезинфицироваться спиртом. Для того, чтобы посторонняя микрофлора не попала в закваску. И это очень важный момент для выведения чистой колонии бактерий. Это нужно делать всегда. Также край емкости, в которой хранится закваска, мы тоже должны обрабатывать спиртом. Для того, чтобы создать некую буферную зону и в саму закваску не попала нежелательная микрофлора.